такой принцессы обязательно должен быть свой дворец, сказал молодой лондонский банкир своей возлюбленной. И я тебе его подарю. Банкир сдержал слово. И так началась история этого великолепного здания, построенного на холме в качестве свадебного подарка, и чью красоту не смогло уничтожить даже пламя. Привет всем любителям заброшенных мест! Если вы являетесь таковыми уже довольно давно, то наверняка видели подобные фотографии в интернете. Вот и мне они попадались до того, как одним осенним днем мы с друзьями решили таки до туда доехать. Замок, о котором сегодня пойдет речь, практически полностью находится в руинах. Но даже в таком состоянии он способен впечатлить своей красотой и растрогать произошедшей в нем историей. Мы были там 3 года назад и, к сожалению, больше попасть туда не смогли, чтобы переснять замок. Сейчас территория находится под постоянным наблюдением, поэтому ограничимся старыми съемками. Итак, перенесемся с вами во Францию. Территория вокруг замка, представляющая собой лес, оказалась огромной, и нашей довольно крупной компании из 4 человек нужно было пересечь ее абсолютно незаметно, иначе миссия провалилась бы в самом начале. И это понятно, замок был очень опасен. Если кто-то покалечится, отвечать за это будет нынешний хозяин территории, а ему только этого и не хватало. Ой, опять в лесу. На этот раз пойдем очень далеко. Уже минут 10, наверное, идем. Виднеется уже. Наконец-то отыскав замок, на свой страх и риск мы перебрались по горе из обвалившихся прямо у главного входа крыши и этажей, аккуратно маневрируя между торчащими из огромных деревянных балок такими же впечатляющими ржавыми гвоздями. Один из них случайно задел мне сапог, отняв у него презентабельный вид, но ноги, к счастью, не коснулся. Над головой, перед последним броском до островка безопасности, висели еще не упавшие обугленные доски. Преодолев все препятствия, мы наконец-то оказались перед той самой потрясающей лестницей, плавно изгибающейся с правой и левой сторон. Остатки былой роскоши. Такая лесенка. Пойдемте. Замок имел 3 этажа, но посмотреть мы смогли только 2 первых. И лестница, и пол, и в какую комнату мы бы ни свернули, все было засыпано частями обвалившейся крыши и верхних этажей, обугленными остатками мебели и железными трубами. В некоторых бывших комнатах на этих горах мусора уже вытянулись достигающие самого верха руин деревья. Только сердцевина этого дома, оканчивающаяся куполом лестница, уцелела, сохранив вокруг себя остатки этажей. Сквозь разбитые когда-то стекла в нее прополз плющ, теперь живописно свисающий с потолка. Когда-то эти стены, окрашенные в нежные цвета, украшала лепнина. Сейчас мы видим только оставшиеся от нее следы, зияющие, как раны на теле. Обвалилась сама, или кто-то специально подрезал ее, признав замок невосстанавливаемым, неизвестно.
Ограниченные в передвижениях и времени, мы делали фотографии и не уставали восхищаться. Нас глубоко тронуло это место. Казалось бы, это просто оставшиеся без крыши руины со сваленным внутри мусором. Но какими же прекрасными и обходящими по красоте многие сохранившиеся дворцы они были. Сколько любви и старания было вложено в эти стены, теперь уходящие вслед за своими хозяевами. Так кто же были эти люди, построившие такую красоту? Сейчас мы об этом и узнаем, но для начала мне хотелось бы поблагодарить вас, дорогие зрители. Неделю назад наш канал перешел отметку в 100 тысяч подписчиков. Мы очень этому рады и благодарны и признательны вам за вашу поддержку и интерес к нашей работе. Спасибо вам большое. Вы часто нас просили на разных ресурсах рассказать побольше о нас самих. И в честь такого события мы решили наконец-таки это сделать. В одном из следующих видео мы постараемся ответить на основные ваши вопросы, а также расскажем о самых интересных местах, которые посетили, о путешествиях и грядущих планах. И потому всех желающих просим оставить в комментариях к этому видео свои вопросы, которые вам хотелось бы нам задать, и потом мы из них выберем самые интересные, на которые ответим в видеоформате. А теперь вернемся к нашему чудесному дворцу и наконец-таки познакомимся с его владельцами. Решив радикально изменить свою жизнь, лондонский промышленник Кристиан Джонс переезжает во Францию в конце XVIII века, покупает мельницу в небольшом городке к северу от Парижа и через несколько лет трансформирует ее в первую текстильную фабрику в этом регионе. Его единственная дочь Элизабет выходит замуж за другого уроженца Англии, с которым она знакомится в Париже во время его командировки, лондонского банкира Энри Лодинга. И вместе они переезжают в резиденцию к отцу Элизабет. Энри помогает тестю с фабрикой и параллельно строит для своей супруги аккуратный красивый дворец неподалеку. Он располагается на холме и имеет вокруг себя огромный участок леса, а с его верхних окон видно фабрику, расположенную ниже по склону. Строительство было завершено в начале XIX века. В замке в англосаксонском стиле было около 20 комнат. Он был выстроен из кирпича, покрытого толстым слоем штукатурки, за исключением декоративных элементов из резного камня. Сердце этого дома – огромная шикарная лестница, заканчивающаяся стеклянным куполом на потолке. Как должно быть чудесно играло здесь солнце в ясную погоду. Каждая комната поражала своей красотой и вниманием к деталям. Видно, с какой любовью Энри подошел к делу. Позже их дети будут жить в этом замке и заниматься фабрикой, основав большую компанию и построив еще 2 завода, пока Вторая мировая война не обрушится на эти земли и не разрушит их жизни. После войны остатки фабрики вместе с замком были выкуплены другой крупнейшей текстильной фабрикой Франции, и здесь начали производить изделия из шерсти. Во дворце же организовали летний лагерь для детей рабочих, пока однажды здесь не произошел пожар. Вспыхнувшее так же ярко и всепоглощающе, как любовь Энри к Элизабет, здание выгорело практически полностью. От его величия осталась лишь слабая тень, в которую ни один богатый человек так больше и не захотел вложиться, чтобы восстановить эту утраченную жемчужину. Вот и стоит дворец так и по сей день, по-прежнему окруженный лесом и медленно обращающийся в руины. Вот такая прекрасная и грустная история у этого места.
Какова его дальнейшая судьба, пока неизвестно. Как я уже сказала выше, территории вокруг него занимаются, ее охраняют, но будут ли восстанавливать или поддерживать руины, непонятно. Поживем – увидим. Кто знает, может быть, история получит продолжение, и мы сможем снять новый фильм про это место. Надеемся, что это короткое видео и история вам понравились. В таком случае не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не с нами. Ну и, конечно, не забудьте оставить в комментариях свои вопросы к нашему следующему бонусному эпизоду. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч в заброшенных местах. Пока!